Возвести какое-нибудь число, например, 2, в n-ную степень, означает умножить это число на само себя n раз. Ну, например, 2 в пятой степени – это 2 умноженное на себя в 5 раз. Возведение числа во вторую степень называется по-другому возвести его в квадрат, а в третью степень – это возведение в куб. Также мы условились считать, что любое число при возведении в нулевую степень дает единицу, а значение нуля в нулевой степени обычно считается неопределенным. Теперь давайте определим степень с целым отрицательным показателем. Какое-либо число в отрицательной степени, например, 5 в минус 3, определяется как единица, деленная на 5 в этой степени без знака минус. Давайте приведем еще пару примеров. 2/3 в минус второй степени равны 3/2 в квадрате. Таким образом, мы определили понятие степени с целым показателем, то есть с натуральным или же с показателем в виде целого отрицательного числа. Функция, которая задается формулой x в какой-либо n-ной степени, называется степенной с показателем степени n. Обратите внимание, что для четных и нечетных степеней степенная функция является соответственно четной и нечетной. А вот так ведут себя степенные функции с отрицательным показателем. Очевидно, что при стремлении x к нулю, как слева, так и справа, сами функции стремятся к бесконечности, потому что единица на x в любой степени при x равно нулю не определена, а стремится к плюс-минус бесконечности при стремлении x к нулю.